Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В понедельник 30 августа в СИЗО номер 1 «Матросская тишина» и СИЗО номер 3 «Пресня», которое также используется как пересылка, сотрудниками Следственного комитета России проводились масштабные обыски с привлечением бойцов спецназа. Поводом стало уголовное дело об организации в камерах, которые еще называют клетками, отделения арестантского уголовного единства и финансирования ее экстремистской деятельности. Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных часть 1, статья 282. 2 Уголовный кодекс Российской Федерации, организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято, вступившие в законную силу решения о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, и часть 1 статья 282. 3 Уголовный кодекс Российской Федерации, финансирование экстремистской деятельности, было возбуждено Управлением СКР по Восточному административному округу. Основанием для этого послужили материалы проверки, поступившие из городской прокуратуры. По данным сайта «Коммерсант», для того, чтобы вынести соответствующие постановления, следователю Следственного управления СКР пришлось изучить основы российского криминального мира. В результате он установил, что неустановленные лица, обладающие криминальным авторитетом и содержащиеся в СИЗО номер 1, не позднее июня 2020 года организовали ячейку АУЕ, пропагандируя криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на то, что организация в прошлом году была признана экстремистской по иску Генпрокуратуры, обратившейся в Верховный суд России, и запрещена, ее участники за решеткой продолжили свою незаконную деятельность. В том числе путем дачи письменных и устных распоряжений о выполнении действий, направленных на соблюдение воровских и тюремных сводов правил, неукоснительное соблюдение Воровского кодекса, а также на пропаганду криминальных традиций, асоциального поведения, престижности совершения преступлений, ненависти, агрессии и насилия в отношении представителей правоохранительных органов и членов общества, не поддерживающих идеологию запрещенного движения. Уже установлено, что вредные идеи за решеткой продвигал так называемый положенец, установленный следить за криминальным порядком в матросской тишине, ворами в законе. С помощью подручных он заставлял арестантов, в основном первоходок и барыг, а также коммерсантов соблюдать понятия, платить в общак и прочее. Тех, кто отказывался, начинали преследовать, унижать, а потом и избивать. Пострадать могли десятки, а то и сотни человек, а также их родственники, вынужденные переводить деньги на счета, указанные подручными криминальных авторитетов. Однако немногие из них, очевидно, решатся дать показания, так как впоследствии потерпевшие окажутся в колониях, где также все еще сильны позиции запрещенной организации. Для того, чтобы навести порядок в СИЗО номер 1, а заодно и на пересылке, куда уже отправлена часть участников событий, и была организована масштабная спецоперация, или ШМОН, как ее называют сами заключенные,